Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем повязку двухцветным узором спицами. Раппорт узора 4 петли, высоту раппорт 8 рядов. Для вязания поворотными рядами надо набрать число петель кратное 4, плюс 1 для симметрии, плюс 2 кромочные. Я вязала спицами 3 мм, пряжа полушерсть, 100 граммах, 200 метров. Я набрала на спице 19 петель. Теперь свяжу 1 установочный ряд и 4 ряда узора. Первый установочный ряд, его назову нулевой, это изнаночная сторона, свяжу изнаночные петли. Первую петлю кромочную снимаю, остальные все до кромочной вяжу изнаночными петлями. Кромочную вяжу изнаночной. Установочный ряд готов. Теперь приступаем к узору. С 1 по 4 ряд вяжем лицевую гладь. То есть на лицевой стороне, вот как сейчас, с 1 ряда вяжу лицевые петли, кромочную снимаю, остальные до кромочной вяжу лицевыми с лицевой стороны. А с изнаночной буду вязать изнаночными петлями. Сейчас вяжем все петли лицевыми. Кромочную провяжу изнаночной. Первый ряд узора готов. Второй ряд узора, это изнаночная сторона, снимаю кромочную, и все остальные петли до кромочной буду вязать изнаночными. Напомню, после установочного ряда вяжем еще 4 ряда лицевой глади, то есть с лицевой стороны вяжем лицевые, с изнаночной вяжем изнаночные петли. Мы провязали с 1 по 4 ряд раппорт узора. Теперь 5 ряд. Меняю нить, кромочную снимаю и контрастной нитью провязываю лицевую. Теперь пропускаю 1 петлю и от следующей петли отсчитываю 3 петли вниз. В 4-ю ввожу спицу. В 4-ю ввожу спицу и вытягиваю петлю, достаточно большую. Вязание не надо стягивать. Так, секунду. Вытягиваю петлю. Теперь перевожу 3 следующие петли на правую спицу, не провязывая. Теперь вытянутую петлю завожу за эти 3 петли. И следующую петлю провяжу лицевой.
И далее так и будем чередовать. Сейчас одну петлю пропускаю, в следующую отсчитываю вниз 3 петли, в 4-ю ввожу спицу и вытягиваю петлю. Вытянули петлю. Теперь 3 петли снимаем, не провязывая, и вытянутую петлю заводим за снятые петли. Следующую петлю провяжем лицевой. Так будем чередовать до конца ряда. Пропускаю. Следующую отсчитываю вниз 3 петли, в 4-ю ввожу спицу, вытягиваю петлю. Следующие 3 петли приснимаю, не провязывая, вытянутую петлю завожу за эти 3 петли. Следующая лицевой. Так до конца ряда. Кромочную петлю провяжу изнаночной. У нас готов 5-й ряд узора. Всего у нас в раппорте узора в высоту 8 рядов. 5-й мы связали, переворачиваем вязание, приступаем к 6-му ряду. Вот такая изнанка у нас получится. Кромочную снимаю. Теперь провяжу 2 изнаночные. Снимаю петлю не провязанной нить перед петлей. Далее следует 3 изнаночных. 1-я, 2-я, 3-я. Следующую петлю снимаю не провязанной нить перед петлей. Далее вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Так и будем чередовать. Снимать петлю, нить перед петлей и 3 изнаночных. 1, 2, 3. Снимаем петлю, нить перед петлей и снова 3 изнаночные. Вяжем до конца ряда. Кромочную провязываю изнаночной. Связали 6-й ряд. Переходим к 7-му ряду. Этот ряд будет предпоследний. Ну, 7-й и 8-й ряды здесь вообще все просто. 7-й ряд снимаю кромочную. Все петли до кромочной вяжу лицевыми. Кромочную провяжу изнаночной. 7-й ряд узора готов. Приступаем к 8-му последнему ряду раппорта узора в высоту. Снимаю кромочную и все петли до кромочной вяжу изнаночными. Кромочную провяжу изнаночной. Далее узор будем повторять с 1-го ряда узора по 8-й. То есть сейчас мы сменим нить и опять провяжем 4 ряда лицевой гладью. На лицевой стороне будем вязать лицевыми, на изнаночной изнаночными. И узор
Таким образом повторяется у нас. Я связала первый ряд узора. Далее вяжем еще 3 и продолжаем с 1 по 8 ряд. Связали 4 ряда. 5-й ряд меняем нить. И все так же, как мы делали ранее. Лицевая петля, пропускаю петлю, ввожу спицу в следующую петлю, спускаюсь вниз. Снимаю 3 петли не провязанные. Вытянутую петлю завожу за снятые петли. Далее провязываю лицевую петлю. То есть повторяем то, что мы делали ранее. Я связала полосу, равную обхвату головы. Немножко завернулась она, но ничего страшного, при обвязке все у нас выпрямится. Или можно будет отпарить при желании. Сейчас могу сказать то, что, наверное, я бы взяла теперь спицы потоньше, вязала спицами 3 миллиметра. Хотелось бы поплотнее. Ну, так тоже интересно получилось. Теперь останется повязку сшить по заднему шву. Буду сшивать столбиками без накида и обвяжу. Первым рядом обвязки сделаю полустолбики. В каждый цвет по 2 полустолбика делала. Так буду вязать с одной и с другой стороны. Первый ряд обвязки полустолбики. Второй ряд обвязки зубчатый край. Напоминает рачий шаг. Ввожу крючок, вытягиваю петлю. Теперь эти 2 петли оборачиваю нитью и провяжу их вместе. В следующую петлю ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю петли нитью, провязываю их вместе. И получаем такой зубчатый край. Этим узором, этой обвязкой будем вязать и с одной, и с другой стороны, чтобы у нас получился зубчатый край. Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!